Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на показательных выступлениях лучших фигуристов страны по итогам чемпионата России 2026 года. Позади 4 дня напряженных соревнований, награды вручены, и теперь спортсмены могут показать свое мастерство, не думая об обязательных элементах и суммах баллов. Мы желаем вам приятного просмотра, просим вас отключить вспышку и перевести мобильные телефоны в беззвучный режим. Благодарим вас за понимание. Первое отделение показательных выступлений своим танцем открывают чемпионы России среди юниоров, победители юниорского финала Гран-при. Показательные выступления чемпионата России по фигурному катанию на коньках 2026 года. Этот невероятный турнир подошел к концу, и мы наслаждаемся чистым искусством в исполнении этих прекрасных людей в красивейших костюмах, с потрясающими образами, таких целеустремленных и таких творческих. Анна Щербакова, Егор Гончаров, 5-е место. Чемпионат России открывают показательные. Озеро спит вокруг, как будто кто-то выключил весь звук. Ты здесь, мой друг. Тебя я знаю несколько секунд. Вздохну, и стрелки от часов переведу. Июль, ты нравишься мне несколько минут. Напомни мне ту, которую имею я в виду. Напомни мне ту, которая не ту. Напомни мне лишь эту красоту, которую теперь я не найду. И если быть с тобой на чистоту, ты нравишься мне несколько минут. Ты мой человек, рыдает проспект, и где-то вдалеке был запланирован свет. Я падаю вниз, но это только эскиз. Давай без сожаления и горьких реприз. Озеро спит вокруг, как будто кто-то выключил весь звук. Ты здесь, мой друг. Тебя я знаю несколько секунд. Напомни мне ту, которую имею я в виду. Напомни мне ту, которая не ту. Напомни мне лишь эту красоту, которую теперь я не найду. И если быть с тобой на чистоту, ты нравишься мне несколько минут. Лишь эту красоту. Анна Щербакова и Егор Гончаров. Такие романтичные, такие трогательные, такие молодые спортсмены, ученики команды Рублевой, Шефера и Плишкина. И так классно выступили на этом турнире. 5-е место, конечно же, это этапы большого пути, который Аня и Егор с гордостью проводят в фигурном катании. Сплошная красота сегодня здесь, в юбилейном дворец спорта, который помнит такие исторические вехи. Дворец спорта, который свеж, который набрался дыхания в последние годы благодаря масштабной реконструкции. И, конечно же, публика приходит сюда не только как в родной дом, но куда-то, где они чувствуют себя самими собой.
огромнейшее спасибо всем работникам дворца, которые готовили этот лед, которые ночами дежурили, которые охраняли нас, которые кормили нас, которые опекали нас всех, и спортсменов, и зрителей, и всю бригаду Первого канала. Такого праздника мы не могли себе даже представить. Спасибо, Питер, спасибо, юбилейный. А на льду Софья Муравьева, которая тренируется здесь, вот и на этом льду тоже, ну и в том числе на тренировочном катке, потому что она работает с уникальной командой: Алексей Мишин, Татьяна Мишина. И она потрясающая в этом сезоне. Загадай желание в эту колоду карт. Тебя ждет скользкая дорога, овации. Тебя ждут приключения. Софья Муравьева сегодня такая крутая. Софья Муравьева практически в каждой своей программе заставляет нас говорить: ну, такой Софью мы еще не видели. Да, Софья умеет и любит удивлять. И любит удивлять и ее мама, профессиональный художник и модельер, которая придумывает и шьет все костюмы для выступлений дочери, которые часто называют произведениями искусства. Интересно, что нагадала в этих картах Софья Муравьева. Я надеюсь, да и все мы верим в какие-то новые достижения, новые этапы. Ведь она же серебряный призер чемпионата России, бронзовый призер чемпионата России 24 и 23 годов, когда она соревновалась с Аделией Петросян. И жизнь меняется, и новые горизонты снова где-то там светит Софья. А у нас на льду Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Ученики Алексея Тихонова, Марии Петровой. Тоже творческие ребята, тоже такие интересные, которые к каждой своей программе подходят с задумкой.
за стеной тьма колючая, как пойдешь за порог всюду иней. А из окон порог синий, синий. С Новым годом, друзья! Как же, Анастасия, Дмитрий, спасибо вам большое, что первыми сегодня в том числе напомнили о наступающем празднике, который всегда сопровождает чемпионат России по фигурному катанию. Особое настроение. И мы, заполучив такой огромный ворох подарков от фигуристов в виде их выступлений на чемпионате, конечно же, теперь готовимся хорошенько отдохнуть. И им желаем того же. Спасибо всем. Спасибо, Анастасия и Дмитрий, москвичи, очень творческие. Анастасия, как они сами говорят, изготавливает украшения, броши из бисера, из смолы. Может быть, сделает кому-то дорогой подарок на этот Новый год. Дмитрий, в свою очередь, по его личному признанию, отвечает за восхищение работами. И, конечно же, Для вас верный выступает партнер. серебряный призер чемпионата России 2025 года, двукратный победитель международного юниорского этапа Гран-при Глеб Лутфуллин. Глеб Лутфуллин на льду, да, пятый на этом чемпионате России. А в прошлом году был серебряным призером. Ну, здорово сражался, абсолютно здорово. Мне осталась одна забава, пальцы в рот да веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ах, какая смешная потеря, много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога не верю, горько мне, что не верю теперь. Карпол это ласкать и корябай, роковая на нем печать. Розу белую с черной жабой я хотел на земле обвенчать. Пусть не сладились, пусть не сбылись эти помыслы розовых дней, но коли черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней. Золотые далекие дали все сжигает житейская мресь. И похабничал я, и скандалил для того, чтобы ярче гореть. Вот за это веселье мутим, отправляясь с ней в край иной. Я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной. Чтоб за все, за грехи мои тяжкие, за неверие
благодать. Положили меня в русской рубашке под иконами у мира. Все вместе со мной. Мне осталась одна завала. Пальцы в рот, да веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ах, какая смешная потеря, много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога не верю, горько мне, что не верю теперь. Ох, артист Глеб Лутфуллин. Одно наслаждение. И катается под пение Александра Малинина. А есть у Глеба такое увлечение русской душевной музыкой, в том числе и шансоном. И в этих песнях находит он такую сермяжную правду, звучание, которое ни на что не променяешь и ни с чем не перепутаешь. Хорошо. Одна завала, пальцы в рот, Зрители да веселый продолжают признаваться в любви своим фигуристам, своим обожаемым, своим кумирам. слава, что Здесь такое количество этих питерских парней, которые похабная потеря. командуют парадом, в том числе под руководством тренеров и Глеба, Алексея Николаевича, Татьяны Николаевны. Горько мне, что не верю тебе. Дар был это ласкать и коряво. Свое показательное выступление покажут победители финала Кубка России, призеры и победители этапов Гран-при А на льду России, Екатерина представители Миронова Санкт-Петербурга. и Евгений Екатерина Устенко. Миронова, Евгений Пара, Устенко. которая столько лет радует нас своим творчеством. И, конечно же, они хотели быть выше на этом чемпионате, но 4-е место.
Нежный, трогательный, показательный номер в исполнении Екатерины Мироновой и Евгения Устенко. В том числе такое красивое воспоминание о том номере, который когда-то делали Оксана Домнина, Максим Шабалин. Очень красиво. Эта питерская пара, безусловно, большие трудяги. Очень много работают над шлифовкой своих программ, над новыми постановками, путешествуют по всему свету, чтобы прогрессировать, чтобы питерские танцы, которые развивает Елена Соколова, мама Екатерины, звучали не только на российской арене, но и во всем мире, когда представится такая возможность. Да, они пока пятые и выше, конечно же, они сделают следующий шаг обязательно. Они большие молодцы. 4-е место на чемпионате России – это далеко не предел. Для вас выступает неоднократный призер финала Гран-при России, призер чемпионата России по прыжкам, победительница первого в истории турнира «Открытие Байкала» на открытом Анна льду. Фролова, Анна Фролова. спортсменка, которую обожают болельщики, называют ее богиней. Ее программа «Миллион голосов» в исполнении Полины Гагариной. Это гимн миру и единству. И это победная программа, с которой Анна выступала на льду Байкала. Приятные воспоминания. Люди так не похожи, разные их пути, но ты пришел в этот мир не один. Люди ведь знать не могут, что ждет их впереди, но ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимаю взгляд в небеса, слышим их голоса. Это люди вновь и вновь ищут на земле любовь. Нас миллионы, вдалеке от берега, верю, что найдут любовь. Нас миллионы. Ты не опустишь руки и не сойдешь с пути. Ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимаю взгляд в небеса, слышим их голоса. Нас миллионы, не один, не один, о, не один, не один, о, не один. Нас миллионы, не один, не один, о, не один, не один, о, не один. Нас Великолепная Анна Фролова на этом чемпионате. 4-е место. Но она заставляла нас и плакать, и улыбаться своими программами. Мы погружались в воспоминания, в том числе в ее семейные воспоминания. Мы погружались в воспоминания о ее программах. Мы видели яркие театральные образы. То есть это был такой волшебный спектр от одного человека, что трудно поверить, когда кто-то один воплощает так много нового, так много приносит вот в эти соревнования. Бесценный, бесценный вклад Анны Фроловой в чемпионат России. это люди вновь и вновь ищут на земле любовь.
очень любят здесь эту спортсменку, конечно же. Она тоже из Санкт-Петербурга. Это непрекращающийся праздник питерского фигурного катания. И такой трепетный ее тренер Евгений Рукавицын вместе с Валентином Молотовым, Ольгой Глинкой. Настоящая семья. Показательным выступлением на льду призеры первенства России среди юниоров, неоднократные призеры этапов Гран-при России в парном катании. А это Юлия Артемьева и Алексей Бруханов, одни из пермских спортсменов на этом турнире, а всего из Перми приехало 5 пар, которые сражались здесь, в том числе за самые высокие награды. Well, the mockingbird has his pride, songs he sings from the night. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. He never sleeps, spills his song, he plays for keeps through the dawn. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. He chases up through the trees, puffs with pride, he shoots the breeze. Hey, 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 hey. We built this house, but it's coming down. You hear the rain when it hits the ground. Hey, 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 hey. All you say, all you do, you be lucky if I stay with you. The mockingbird, he has his pride, songs he sings from the Юлия Артемьева, Алексей Брюханов. Сколько радости, сколько удовольствия от соревнований подарили нам эти спортсмены, пермяки. Но мы, конечно же, помним и то, как вот непросто дается иногда эта спортивная судьба, и то, что их сегодняшний сезон, нынешний сезон, это тоже своего рода возвращение, поэтому мы вдвойне, конечно же, их поддерживаем своими аплодисментами и воздушными поцелуями. Зажигалка, зажигалка Юля, так ее характеризует Алексей, который про себя говорит, что у него терпение на 150%, чтобы успокаивать обоих. Оба серьезные ребята, учатся в университете и как только находят время на все. Ну, что ж, работы все равно еще много впереди, ведь это 4-е место, а на пьедестал надо пробиваться.
Свое мастерство вам продемонстрирует неоднократный призер Не всероссийских ждали, соревнований, а это занявший четвертое он. место в мужском одиночном катании. Матвей Четвертое место в Ветлугин. мужском одиночном катании. Но какое это место! С каким пылом он сражался на этом чемпионате, как никогда ранее. Матвей Ветлугин может быть любым. Матвей Ветлугин, звезда этих соревнований. Мотя, артист, леопард, император после сегодняшней произвольной программы. Одновременно и отрадно, и немножко грустно, что спортсмен такого уровня с таким катанием становится лишь четвертым на этом чемпионате. Но таков уровень чемпионата России по фигурному катанию. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках Т-Банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-Банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Желаем двигаться только вперед. Конечно же, мы Матвею Ветлугину. Спортсмен потомственный. Его дедушка двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков. И Матвей уже в 4 года стоял перед серьезным выбором: коньки или лыжи, лыжи или коньки. Но он выбрал фигурное катание. Слава Богу, что он выбрал фигурное катание. Это блестящий артист, великолепный. Поздравляю. Мы переходим к призерам чемпионата России 2026 года. В этот зимний вечер танцуйте вместе с бронзовыми А вот и призерами призеры чемпионата чемпионата. России. Елизавета Пасечник, Елизавета Дарио Пасечник Черезано. и Дарио Черезано. Символ великолепной дружбы итальянского и русского народов.
nuovo a chiedermi cosa sarà questa paura che ho di perderti. Che cosa c'è dentro di te che ti fa unico e mi fa innamorare di te. Mi piaci sempre, passo giorni stuzzicandoti con frasi come sto invecchiando sopportandoti. È forse proprio il tuo carattere impossibile che mi fa innamorare di te. Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Sei qualcosa di più, senza te io che cosa farei? Cosa sei quando dici di sì? Ogni istante anche adesso così. Cosa sei, non lo sai neanche tu cosa sei. Mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria, mamma. Un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria il fumo delle candele, due guance rosse, rosse come vele. Ha un filtro contro la gelosia, è una ricetta per l'allegria, legge il destino, ma delle stelle, e poi ti dice solo cose belle. Mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria, Бронзовые призеры Елизавета Пасечник и Дарио Чиризана. Светлые ребята. Много в фигурном катании сообществ болельщиков. Но, наверное, самое шумное сообщество у Лизы и Дарио — это пчелки. Ну, просто невозможно никуда от них деться. Ну, и это понятно. Столько энергии Елизавета и Дарио дарят этому миру, этим болельщикам, всем нам, что хватит на целую атомную станцию. Елизавета такая ловкая, такая, ну, вот какие они бывают, эти спортсмены, которые занимаются акробатическим рок-н-роллом. Раньше она занималась акробатикой и даже не считала себя профессиональной фигуристкой, пока не переехала в Москву. А показательные у них всегда настолько яркие, что их вспоминают не меньше, чем их соревновательные программы. Помните, как они катались в образах Адриано Челентано и Орнелло Мутти? Вот это было тоже шоу. Для вас выступает призер чемпионата Москвы, дебютант Бронзовый призер чемпионата России. В женском одиночном катании. А ведь дебютантка Мария Захарова. Мария Захарова. Как порадовала своих родителей, прекрасного тренера Анну Цареву и не менее прекрасного тренера, но из другого штаба, Станислава Захарова. At last, my love has come
Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA, starting a new cellular division that will release another version of yourself. This is the substance. I'm Sue. Маша Захарова прекрасно, конечно. Это программа о том, как нужно становиться лучшей версией себя. Такое небольшое воспоминание о фильме «Субстанция» и о цене успеха, цене трансформации. Какой длинный путь Марии пришлось проделать для того, чтобы стать лучшей версией себя на этом чемпионате. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. На льду трехкратные чемпионы мира. Команда, которая отметила свой 30-летний юбилей недавно. Это, конечно же, пародист Санкт-Петербург. Синхронное катание с программой «Чарующий Восток». Александр и Ирина Яковлевы руководят этой командой с самого ее начала. Они ее придумали, они ее реализовали. И они здесь, с корабля на бал, только из Самары, с этапа Кубка России.
Браво! Программа «Чарующий Восток» в исполнении команды синхронного катания «Парадиз». Еще одной гордости фигурного катания Санкт-Петербурга. Какая синхронность, какие линии, не говоря уже о покрытии льда, абсолютнейшей красотой этих девушек-чемпионок всего на свете. Впереди у них чемпионат России в Саранске. Большой им удачи! На этом первое отделение показательных выступлений завершено. Объявляется 15-минутный технический перерыв для подготовки льда. Второе отделение показательных выступлений чемпионата России по фигурному катанию на коньках открывают неоднократные призеры Продолжается этапов Гран-при показательный России, двукратные бронзовые вечер призеры чемпионата России по фигурному катанию на коньках. Матвей И Янченков. бронзовые призеры в парном катании Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков на льду. I've had plenty of experience in this. Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков. Гордость Пермской школы фигурного катания. Павел Слюсаренко, Егор Закроев. Тренеры, которые привезли сюда 5 пар. И одна из них во второй раз в своей карьере стали бронзовыми призерами. Конечно, они хотели зацепиться и за тех
медали, которые золотого и серебряного достоинства, кого-нибудь оттеснить, но не сегодня. Ребята большие, молодцы, такие трогательные. Я сейчас, когда шел на комментаторскую позицию, Матвей спросил: ну как вы, не устали? Да что я устал по сравнению с тем, какие горы вы ворочаете, по сравнению с тем, каким каторжным трудом вы все, дорогие ребята, занимаетесь. Все то, что делаем мы, это всего лишь дань уважения, в том числе от Первого канала, этим потрясающим людям, потрясающим трудягам. I've had plenty of experience in this. Ну что, Марк, Нашу программу отдохнем и порадуемся. Довел сегодня до слез людей, довел Алексея Ягудина, довел болельщиков, довел. Великолепный артист, славный парень и бронзовый призер чемпионата России. Марк Кондратюк как будто пружина, которая носится по льду. Непонятно, откуда берется это ускорение, откуда эта потрясающая энергия. И, конечно же, когда мы говорим, что это бронзовый призер нынешнего чемпионата, мы помним, что он победитель чемпионата России 22 года, мы помним, что он чемпион Европы 22 года. Это человек, у которого чемпионство, победа в крови. И, конечно же,
неиссякаемая творческая энергия. Какое счастье, что мы живем в том числе в эпоху таких фигуристов. Марк Кондратюк аплодирует публике на ваших экранах, потому что все это ради вас, ради зрителей. А вот и серебряные призеры нынешнего турнира. Василиса Кагановская, Максим Некрасов. Какую красивую борьбу они демонстрировали на протяжении всего этого сезона. Никто не говорил, что будет просто, но это было действительно великолепно. Заслуженная медаль у этой красивейшей пары. I should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. That I've fallen for a lie. You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Higher death or paradise. Now you never see me cry. There's just no time to die. I let it burn. You're no longer my concern. Faces from my past return. Another lesson yet to learn that I've fallen for a lie. You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Higher death or paradise. Now you never see me cry. There's just no time to die. No time to die. No time to Fool me once, fool me twice. Higher death or paradise. Now you never see me cry. There's just no time to die. Бог ты мой, как красиво. Василиса Кагановская, Максим Некрасов. Максим сравнивает их дуэт с инь и янь. Нечто неразделимое и дополняющее друг друга настолько, что вы себе даже не представляете. И, конечно же, Василиса, питерская спортсменка,
здесь ее родные стены. И не только, кстати, радует то, как Василиса и Максим нашли друг друга, но как же здорово то, что в этой паре вдруг еще и соединились два совершенно разных тренерских штаба. Алексей Горшков, Анжелика Крылова. И они работают вместе, и переживают вместе, и радуются вместе. И такой интересный путь прошли Василиса и Максим, в том числе и в этом сезоне. И вот сейчас здесь серебро в такой красивой борьбе. Потрясающе. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках Т-Банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-Банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. В женском одиночном катании Алиса Двоеглазова. Алиса Двоеглазова – серебряный призер чемпионата России. И это совершенно уникальное событие, ведь уже 17 турниров Алиса Двоеглазова занимает либо первое, либо второе место. Это удивительная серия. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson, quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire d'or. Venez dans mon royaume, je soigne les romances, je chante la romance, je chante les Milord, qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je n'aurais jamais cru. Mais oui, dansez, Milord. Алиса Двоеглазова. Прекрасная Алиса. Или как любовно называют ее болельщики, Глазик из сообщества Алисята. Алиса – это такое воплощение мечты ее мамы, которая всегда мечтала о том, чтобы ее дочка занималась фигурным катанием, и привела ее в 4 года на каток. Правда, одновременно Алиса в детстве занималась еще и художественной гимнастикой. Поэтому, может быть, если бы она сделала успехи в художественной гимнастике, мама бы сказала, что она мечтала о художественной гимнастике. Не знаю. В любом случае, мы
получили великолепного призера и в будущем, надеемся и верим, чемпиона. На льду готовят свое выступление спортсмены, самые титулованные, чемпионы мира, чемпионы Европы, призеры Олимпийских игр в парном катании и в команде, а также трехкратные чемпионы России, а на этом турнире обладатели серебряной медали Анастасия Мишина и Александр Галямов. Я думаю, вы без труда узнаете этот образ. Вот он, мама, он, нет, еще, давай, он, Тронулся, уважаемые читатели. Лед тронулся. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть веется ветер жестокий в тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Попрошу вас, второй стульчик. Хо-хо. Что хо-хо? Где второй стул? Хо-хо. Хо-хо. Ого-го! Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвал он птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную креолку он увидел на песке, и одною пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске. Ваше политическое кредо всегда. Россия вас не забудет. Нет, я не плачу и не рыдаю, на все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Не уступаю, я не в силах отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть ветер ветер жестокий в тумане житейских морей. Белеет мой парус такой
Анастасия Мишина, Александр Галямов с большим юмором и чувством, и со сменой гардероба, и с реквизитом. Хорошо подготовились к этому показательному номеру. Настоящие артисты, настоящие профессионалы, серебряные призеры этого турнира. Но мы все прекрасно знаем, почему так получилось. И впереди еще будет ожесточенная борьба. Платежная система МИР традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Трибуны скандируют: молодцы, молодцы! Как же они их любят! Сколько сил и нервов, сколько труда, сколько трепета они вложили, как переживали. Было видно, что эта борьба для них имеет значение. Бывает иногда так, ну, не получилось, получится в следующий раз. Нет, Анастасия и Александр выходили как на последний бой. Это было видно. Они переживали, но мы, их верные поклонники, желаем им удачи на всех следующих стартах и верим в возвращение на международную арену. Двукратный чемпион России, победитель мирового командного чемпионата, завоевавший и еще один серебряный призер этого турнира, совершенно прекрасный в своем творчестве и в своей технике, и в своих устремлениях, неугомонный Евгений Семененко. Евгений Семененко. Трибуны благодарны ему за ту красивейшую борьбу, которую он подарил им сегодня в произвольной программе. Отчаянную, смелую, техничную. Сегодня он катался как никогда в этом сезоне. И, конечно же, хочется еще раз сказать великие слова благодарности его тренерскому штабу,
Татьяне Николаевне Мишиной, Новым годом. знаменитой. Счастья и хорошего настроения в новом 2026. Спасибо. И Евгений поздравляет нас с наступающим Новым годом. Татьяне Николаевне Мишиной, Алексею Николаевичу Мишину говорим мы слова благодарности всей той команде, которая работала с ним. 5,5 лет мама привела Женю в юбилейный для того, чтобы он начал заниматься фигурным катанием. Вот сколько лет прошло. 16 лет он здесь, в этих стенах. И сегодня здесь он абсолютный герой. Герой труда и артистизма. Зрители, продолжаем показательное А сейчас выступление. И выдающийся сейчас на лед подарок выйдет наша всем зрителям Елизавета этого Туктамышева. Дворца спорта, всем Фильм поклонникам «Премьера» фигурного — это история катания невероятного и трудолюбия, зрителям долголетия в Первого спорте. канала. Чемпионка Европы, победительница финала Гран-при. Это чемпионка Елизавета мира, Туктамышева, чемпионка это России. императрица Сегодня дарит фигурного нам свое катания, выступление. звезда И хотя Лиза объявила о завершении питерского спортивной фигурного карьеры, катания, прощаться с императрицей чемпионка рано. всех Она возможных просто начинает турниров. И новую сегодня главу, для чтобы нас передать есть свой возможность опыт поблагодарить следующим Елизавету за поколениям. многолетнюю Встречайте, карьеру, которую она Елизавета официально Туктамышева. завершила всего лишь несколько дней назад. Лизонька, мы тебя очень любим. Все имеет свой финал. И сегодня здесь мой спортивный финал, мой спортивный конец. И я хочу разделить его вместе с вами и запомнить этот момент. Я знаю, встреча суждена, любовь на свете лишь одна, и лишь ее одну всю жизнь ищу я. И как бы ни был труден путь, найду ее когда-нибудь, и в сердце возликую аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. В плену иллюзий томясь, я ошибаюсь много раз. Надежду, как сокровище, храню я. И даже если не люблю, я вновь и вновь о том молю, чтоб жить одной любовью. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
стоя мы аплодируем этой потрясающей фигуристке, чемпионке России, чемпионке Европы, чемпионке мира Елизавете Туктамышевой. Впереди у нее большая творческая и тренерская карьера, которая уже началась, у нее уже есть первые результаты. И Алексей Николаевич Мишин, ее драгоценный тренер, теперь учит тому, как быть тренером, как быть у бортика, а не на льду. Это тоже драгоценное знание, драгоценные навыки, которые передаются в Санкт-Петербурге от одного наставника к ученику и к следующему ученику, из уст в уста, из рук в руки уже на протяжении 150 лет. Я знаю, встреча суждена, любовь на свете лишь одна, и лишь ее одну всю жизнь ищу я. И как бы ни был труден путь, найду ее когда-нибудь, и в сердце возликую. Настала пора чемпиона. А впереди России только чемпионское катание на льду. Четырехкратные чемпионы России, победители множества турниров в своей жизни, в своей карьере. Спортсмены, которым покорялись самые высокие вершины. Но самая главная, самая высокая вершина — это, конечно, наша любовь, наша признательность, наш восторг Александрой Степановой и Иваном Букиным. Снова одна ночью без сна, прошлое свое листаю, а надо мной голос ночной в воздухе кружит, не тая. Это звучит в темной ночи, песенка любви простая. Плачет и зовет. Ну, ненаглядный боль моя, ну, ненаглядный я твоя. Знает лишь небо, как тебя люблю я. Ну, ненаглядный жизнь моя, ну, ненаглядный я твоя. Счастья и боли не тая, пою я. Заперта дверь, где ты теперь? Без тебя вся жизнь пустая. Но над тобой ночью любой тихим голоском летаю. Это любовь, просто любовь, песенка любви святая. Плачет и зовет. Ну, ненаглядный боль моя, ну, ненаглядный я твоя. Знает лишь небо, как тебя люблю я. Ну, ненаглядный жизнь моя, ну, ненаглядный я твоя. Счастья и боли не тая, пою я. Oh,
Потрясающие артисты, потрясающая пара. Какую любовь они играют на льду, какие страсти, какие взаимоотношения. 17 лет вместе выступают эти спортсмены, катаются с 2008 года. То есть они катаются столько же, сколько Алисе Двоеглазовой лет. Это немало. Ну и я думаю, что недалек тот день, когда мы увидим на льду каких-либо соревнований для самых-самых юных. Может быть, дочь Александры или Счастья, сына удачи, побед. Ивана. Любим вас всех. Мы тоже вас любим. Мы тоже вас просто обожаем. Потрясающий ген олимпийский живет в Иване Букине благодаря его родителям, олимпийскому чемпиону Андрею Букину и маме Елене Васюковой. Ну и, конечно же, найти такую великолепную партнершу и так совпасть не на 100, на 1000% с Александрой, как совпали они. Это большое счастье. Боже, жить в таком счастье каждый день. Как это потрясающе. Для вас выступают чемпионы А сейчас не Европы, просто чемпионы, бронзовые призеры это чемпионата мира, рекордсмены участники данного Олимпийских турнира. игр и уже трехкратные Смелая чемпионы России, Александра исполняющие Пайкова уникальный и элемент надежный четверной выброс Дмитрий на Козловский льду. Александра решились Пайкова, в Дмитрий этом сезоне Козловский. довести до идеала свой четверной выброс, который они исполнили на этом турнире. И ну, не сказать, что именно четверной выброс принес им победу, но стал частью этой победы, стал козырем этой победы. Знаешь, однажды будет неважно, что мы с тобой, а жаль. И не случайно, хоть и печально, снова придет февраль. Длинную ночь до рассвета мне не замкнуть глаз. Ветер холодный не потревожит нас. Знаешь, наверное, это неверно, что мы с тобой, а жаль. Но не прощает, не отпускает ветреная печаль. В солнечный день не растает белой реки лед. Это не с нами не произойдет. Пока февраль, как господин, снимает белое пальто, что ты одна и я один. Узнали мы только что. Пока февраль, как господин, снимает белое пальто, что ты одна и я один. Узнали мы только что. Пока февраль, как
Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Мы с вами живем в эпоху потрясающего противостояния этой пары с парой Мишина-Галямов. Теперь Александра и Дмитрий тоже трехкратные чемпионы России, как и их заклятые соперники. Но на самом деле все это очень теплый, очень дружный коллектив фигурного катания и нашей российской сборной. И, конечно, отдельные поздравления с работой и возвращением к Станиславу Морозову, который вместе с группой Этери Тутберидзе взялся за то, чтобы Александра и Дмитрий... Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающими праздниками. Проведите это время с семьей, близкими вашему сердцу людьми. Мы вас очень любим и увидимся с вами в грядущем 2026 году. Какие красивые! Чтобы Александра и Дмитрий вместе с этим тренерским коллективом вышли на какие-то еще более головокружительные горизонты, если такое вообще возможно. И, конечно, хочется еще раз сказать, что не был бы этот чемпионат таким, каким он получился, без вот этой волшебной публики, которая собралась в Санкт-Петербурге. Искушенной, мудрой, доброй, ценящей, поддерживающей. Лучшей публики на свете, правда. Для вас сияет обладатель полного комплекта медалей с чемпионатов России. Ну, тут победитель даже финала Гран-при нечего России, говорить. чемпион России 2026 Кто же там находится года внутри? в мужском Боже мой! катании Петр Это же Курдюмник. чемпион России. Спортсмен, который впервые заполучил это звание, но в таком стиле, как будто бы он это делал всю свою сознательную жизнь. Humans have asked us to play by their rules.
эффекта добился своим появлением Петр Гуменник в этом образе, потому что мне показалось, что публика на трибунах Дворца спорта юбилейного так немножко прибалдела от того, что вообще происходит на льду, кто что, где аплодировать, что будет дальше. Петр любит сюрпризы, разносторонний, одухотворенный, начитанный, интеллектуальный, играет на рояле, настоящий трансформер, человек, разговаривающий с камерой робот, человек, который не знает никаких границ. С наступающим Новым годом всех! Желаю всего хорошего, всем собраться с близкими, хорошо отметить, отдохнуть. Никаких границ, никаких пределов Петр не знает в своем совершенствовании самого себя и в том, как еще по-новому повернуть свою жизнь. Ну и, конечно же, выбор Петра на квалификационный турнир в Пекине на Олимпийские игры был чрезвычайно верным шагом. Он не подвел, он большой молодец. И впереди у него сумасшедшее испытание Олимпиадой. Пожелаем ему огромной удачи, терпения, характера. Не один он будет на этих Олимпийских играх. Будет там у него компания в женском одиночном катании. Это красавица, это звездочка, это потрясающая фигуристка из школы Этери Тутберидзе. Это Аделия Петросян. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, hey, time, cause this is Africa. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa. It's time for Africa. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I really know that she can dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, see it's perfect. Baby, I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but you seem to have a plan. My will, self-restraint, have come to fail now. See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's too hard to explain. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow, baby, like this is perfect. Oh, you know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension, baby, like this is perfect.
No fighting, no fighting, No fighting. Трехкратная чемпионка России после этого турнира Аделия Петросян. Сколько же счастья, сколько удовольствия мы получили на этой неделе в Санкт-Петербурге, где были такие потрясающие соревнования, равных которым свет включили и все прищурились, потому что было так темно. Дорогие потому зрители, что сейчас... поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть будет все хорошо, спокойно и душевно. Именно так и будет, Аделия. Потому что сейчас мы имеем возможность поприветствовать всех спортсменов, которые принимали в этих показательных выступлениях. Как она хороша, как она элегантна, как она стремительна. Настоящая спортсменка, легкая, как перышко. Удачи и тебе, Аделия, на Олимпийских играх. Спасибо всем и под аплодисменты трибун Дворца спорта «Юбилейный» на льду Анна Щербакова, Егор Гончаров, Софья Муравьева, Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев, Глеб Лутфулин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Анна Фролова, Юлия Артемьева, Алексей Брюханов, Матвей Ветлугин, Елизавета Пасечник, Дарья Черезана, Мария Захарова, Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков, Марк Кондратюк, Василиса Кагановская, Максим Некрасов, Алиса Двоеглазова, Анастасия Мишина, Александр Галямов, Евгений Семененко, Елизавета Туктамышева и чемпионы Александра Степанова, Иван Букин, Александра Байкова, Дмитрий Козловский, Петр Гуменник и Аделия Петросян, подарившие нам сегодня такой замечательный концерт фигурного катания. Каждый, обратите внимание, каждый подготовил отменный, великолепный, показательный номер. Екатерина Миронова, Евгений Устенко. Анна Фролова. Юлия Артемьева, Алексей Брюханов. Матвей Ветлугин. Елизавета Пасечник, Дарья Черезана. Мария Захарова. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков.
Кондратюк. Василиса Кагановская, Максим Некрасов. Алиса Двоеглазова. Анастасия Мишина, Александр Галямов. Евгений Семененко. Елизавета Туктамышева. Александра Степанова, Иван Букин. Александра Майкова, Дмитрий Козловский. Петр Гуменник. Аделия Петросян. Перед вами лучшие фигуристы страны. Уже в спину дыши. Январь маячит в окне, волшебник чуть не зима. Звон хрустальных часов, сердце греет любовь, новогоднюю ночь, смех родных голосов. Дед Мороз сосагнит, за окном снеговик. В новогоднюю ночь у любви нет границ. Прилетит звездочет, елку детям зажжет. В новогоднюю ночь мир любовью спасет. Дорогие друзья, на этом чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2026 года завершен. Мы благодарим всех зрителей за искренние эмоции, теплые улыбки, громкие аплодисменты, мягкие игрушки и поддержку спортсменов. Мы говорим спасибо организаторам, партнерам и спонсорам за стремление сделать настоящий праздник для участников и болельщиков.
Мы благодарны сотрудникам Дворца спорта, которые все эти дни с улыбкой помогали вам чувствовать себя комфортно. Мы выражаем признательность судьям, старавшимся внимательно следовать букве правил. Спасибо всем специалистам, которые круглосуточно работали над созданием телетрансляции соревнований. И, конечно, мы рукоплещем тренерам и спортсменам за их мастерство и искреннее желание сделать всех нас чуточку счастливее. Всего вам доброго и до новых встреч! Свет родных городов окрыляет любовь в новогоднюю ночь. Чувства без адресов, море радостных слез.